Наконец-то, друзья, всем привет! Давненько меня не было, 100 лет вас не видел. А причиной тому мой переезд в новую квартиру. Сразу же потом я заболел сильно гриппом. Первый раз, кстати, за все время жизни здесь, во Вьетнаме, я сильно заболел гриппом. После гриппа у меня была куча другой работы, накопившейся, которую нужно было разобрать. Потом моя муза решила уйти в отпуск, и у меня не было новых идей. Но сейчас я здоров, полон сил, поэтому самое время сделать что-то новенькое. Сегодня новый проект шарика, который может работать без CO2 дополнительной системы, как и все мои аквариумы в студии, а также без аэрации и фильтрации. И, кстати, по поводу аквариумов без аэрации и без фильтрации, как все мои нано-аквариумы, в конце видео я опять отвечу всем на вопрос, как работает аквариум без фильтрации и аэрации. Секретов в этом никаких нет, все очень просто, на все вопросы отвечает нам сама природа. Итак, вот он наш красавчик-шарик, он в длину 37 сантиметров, в высоту 43, примерно на 40 литров. Укладка камней будет по середине шарика, в передней части будет свободное место, там будет песок и камушки декоративные. На камнях будут растения, и вся задняя часть будет также в растениях. Я его купил, он был весь в жирной пленке, понадобилась куча салфеток, чистящего средства, чтобы хорошо стекло отмыть. Теперь оно сверкает, блестит. Не настолько прозрачное, насколько у меня другие шарики были, потому что оно было довольно грязным. Но со временем при чистке регулярной аквариума весь этот налет со временем уйдет и стекло станет прозрачней. Ну что, первый этап, как всегда, мы начнем первым слоем засыпать гальку и формировать харскейп. Итак, в использовании у меня сегодня вот эти вот веточки, те, которые я использовал в своем мелководном последнем аквариуме, они у меня остались. Я их буду отламывать, маленькие кусочки, и буду формировать красивый скейп с веточками, выходящие из камней. Камни я буду использовать вот такой темный сирио камень, вот, с такими красивыми белыми вкраплениями. Камни у меня вот от такого одного большого до средних и самых мелких. Подберем, какие лучше подходят. Так как стекло в круглых аквариумах будет значительно увеличивать размер камней, поэтому насчет вот этого большого я еще пока не уверен, потому что после набора воды в аквариум он увеличится в размерах в 2-3 раза визуально. Галька. Предварительно я ее промыл под водопроводной водой. Еще вторую такую же миску, я думаю, что нужно будет также промыть, и будем засыпать. Из субстрата обычный аквариумный сойл и вот такой субстрат в гранулах, который я обычно использую. Я их поломал, гранулы были подлиннее. Я их сделал вот такими мелкими. Итак, инструменты все готовы. Ну и в принципе все, а с растениями я вас познакомлю поближе, когда хардскейп будет готов. Поехали! Ну все, слой гальки готов. Я его приподнял кверху, чтобы заднюю часть было лучше видно. После засыпки субстрата еще приподнимется слой. И тогда растения на задней части будут
получать больше света и будет видно из-за камней. Слой гальки необходим для заселения бактерий. Бактерии очень любят гальку и хорошо в ней поселяются. А бактерии участвуют в биологической фильтрации аквариума. Так как этот аквариум нано, без фильтрации, без аэрации, в фильтрации будут участвовать бактерии и растения. Так, ну а теперь засыпем первый слой субстрата. Субстрат вот этот гранулированный я буду первым слоем засыпать, немножко перемешаю его с галькой. И потом засыпем немножко аквариумного сойла и начнем укладывать камни. Потом будем досыпать постепенно еще побольше сойла. Обычно я также добавляю тонкий слой биогумуса и гранулы для комнатных растений для дополнительной подпитки. Но у меня ни того, ни другого уже не осталось. И, честно говоря, я забыл купить. Поэтому обойдемся в этот раз только двумя видами субстрата. Теперь засыпем тонким слоем аквариумный сойл и начнем укладывать камни и формировать наш хардскейп. Ну что, вот такой хардскейп получился. Смотрится драматично, как обычно. С такими камнями всегда получается такой драматичный скейп. Даже не хочется его сажать растениями, хочется его оставить таким пустынным и безжизненным. Но растения очень важны для биосистемы, для хорошей работы аквариума, поэтому сажать в любом случае растения мы будем. Главное их правильно организовать. А вот этот камень справа я все-таки убрал, мне он показался все-таки лишним. Лучше пусть в том углу будут видны растения. А вот это такой один островок получился.
Теперь я возьму клей ацилокрилатный для аквариума и приклею все камни между собой, чтобы весь хардскейп у нас держался прочно. Итак, ну а пока камни подсыхают, будем засыпать песок. Песка у меня два вида по чуть-чуть. Должно хватить на этот размер аквариума. Вот есть вот такой, светло-желтый, и потемнее цвет, вот такой. Я их оба сейчас перемешаю в одном пакете и начну засыпать. Друзья, у меня только что появилась идея, смотрите. А что если вообще эти коряшки не ломать и не резать? Потому что места обреза будут видны и будет не очень красиво. Посмотрите, я ее вставил прямо в песок, поближе к камню, чтобы ее приклеить к камню, чтобы она не всплыла. И смотрите, как она красиво смотрится и дает тень. Ну, красота. И вот так вот будет она вылазить на поверхность. Ну, супер. Мне кажется, что я так и оставлю. Да, все же я ее оставлю. Насчет верха я не знаю. Я посмотрю. Может, я его обрежу. Может, и не буду. Не знаю, друзья. Ну, в общем, я ее приклеиваю к камню тогда. Так, теперь отломаю маленькие веточки и задекорирую от основания дерева. Вот так вот по камням они будут спускаться немножко.
Ну что, друзья, готово. Красота неописуемая. Мысли и идеи приходят в процессе. Я не планировал такой дизайн, но получилось, что получилось, и я очень доволен. Так и хочется оставить этот аквариум без каких-либо растений, наполнить его водой, сделать воду немножко темноватой, и будет такой биотопный, классный аквариум. Но все же растения я купил, поэтому давайте их поскорее начнем сажать. Сейчас я вам покажу, что у меня есть сегодня. Итак, вот все растения на сегодня, которые, возможно, какие-то я буду использовать, какие-то, возможно, нет. Вот такую травку обязательно посажу на задний план. Все названия растений я выговаривать в видео не буду. Все названия я оставлю в описании под этим видео, поэтому можете посмотреть. Вот такой бамбук. Мха немножко посадим обязательно. Самый лучший мох из всех, которые я пробовал. Самый приживаемый, самый неприхотливый, очень хорошо растет и очень красивый. Смотрите в описании под видео точное название мха. Так, дальше hair grass. Тоже немножко посадим. Дальше вот такой хинодорус. Прикреплю его, возможно, к нижней части дерева. Также позади дерева в нижней части вот такой папоротник с вабикусой уже готовый, просто положить ее. Далее вот это растение тоже возможно, его буду использовать. Далее анубиус, вот такой крупноватый на аппетит, и вот такой совсем мелкий. Оба буду использовать обязательно. Криптокаринка, также ее посадим на задний план, она покрупнее. И Монте-Карло. Также хочу на переднюю часть посадить Монте-Карло. Ну вот и все. По ходу дела, в процессе уже буду решать, какие растения сажать. Уже в процессе, по ходу решу, что сажать, а что оставить на другие проекты. Поехали!
Ну что, друзья, самый тяжелый и сложный процесс закончился — посадка растений. Хейрограсс, травку, я не стал сажать. Вон ту я всю посадил. Монте-Карло совсем чуть-чуть, только вот в этом. Также бамбук почти весь посадил, папоротник тоже там на основании дерева. И анубиас. Анубиас посадил только одного вида, самого мелкого, второй сажать не буду. Хочу оставить вот такой зеленый островок, все остальное будет безжизненно и без растений. Ну что, давайте посмотрим финальное видео, перед тем, как будем набирать воду. Друзья, совсем забыл про мох. Мох мы с вами не посадили. Сейчас я прилеплю, но не очень много, а только мелкими кусочками на ветки дерева. На камни клеить его не буду, только на края некоторых веточек. Теперь уже точно все. Пора заполнять водой. Кстати, насчет бамбука. Бамбук я первый раз использую в водной форме. Обычно он у меня используется в надводной форме, но он также растет и в подводной форме. Его листики под водой будут немножко светлее со временем. Но посмотрим, как приживется.
Ну что, друзья, мы закончили. Получилось супер красиво, как всегда неожиданно. Этот дизайн я изначально не планировал, все всегда получается в процессе, по ходу. Мне очень нравится финальный результат. Остается только добавить бактерию и кондиционер для воды, собрать частички растений, перемешать воду. И с сегодняшнего дня я буду менять воду каждую неделю. О том, как я ухаживаю за новым аквариумом, смотрите в описании под этим видео. А через день или два, когда вода полностью станет кристально чистой, вся муть осядет, я сделаю финальное видео и посмотрим на него. Добавляем бактерию. При каждой замене воды обязательно нужно добавить бактерии. Так как аквариум новый, сейчас я добавлю бактерии больше, чем обычно. На этот объем я добавляю. Так. Перемешиваем с очком. И кондиционер для воды. Кондиционер для воды у меня концентрированный. Довольно его нужно совсем чуть-чуть на этот объем. Бактерию и кондиционер можете посмотреть в описании под этим видео. Я составил список почти всех материалов и инструментов, которые я использую. Вы также сможете все это заказать на AliExpress. По ссылкам переходите. Также лампу здесь я использую 9-ваттную с подставкой. Точно такую же, как и для всех своих шариков. Также ссылки на эти лампы с подставкой есть на AliExpress. Смотрите в описании у меня под этим видео, делайте свои покупки. Также вы часто спрашиваете у меня, как так работает аквариум без фильтрации и аэрации. Все очень просто. В природе нет фильтров, нет аэрации. Тогда как в природе растут растения и живут рыбы? Все правильно. Фильтрацией биологической выступают бактерии и другие микроорганизмы в воде. Они фильтруют воду. Также в качестве фильтра выступают растения. Они также фильтруют воду и выделяют кислород, который необходим для рыб и других микроорганизмов, чтобы выживать. Поэтому фильтр не обязателен на такой объем аквариум. Самое главное — это использовать питательную подложку, правильно все сделать и использовать большое количество растений. Ну и также, конечно, регулярный уход, подмена воды обязательно, так как в природе вода меняется естественным образом с помощью дождей и подземных вод. Здесь система замкнутая, поэтому подмена воды в наноаквариумах без фильтра, без аэрации обязательно каждую неделю. А для нового аквариума смотрите у меня в описании под видео. Ну а если вам понравился мой новый наношарик, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на мою страницу в Instagram. Туда я также выкладываю фотографии обновления всех своих аквариумов. Также переходите по ссылкам в описании под этим видео, делайте свои покупки на AliExpress. И увидимся с вами снова в новых проектах. Пока-пока. Ну что, друзья, прошло 3 дня, вода полностью кристально чистая. Я добавил 5 улиток. Улиток я добавляю сразу, всегда. Рыб и креветок обычно я запускаю через 3-4 недели, если я уверен, что биосистема уже стабильна. В этом аквариуме я не ожидаю большой вспышки бурой водоросли, потому что в таких круглых наноаквариумах обычно с использованием большого количества растений обычно вспышки бурой водоросли почти не бывает. Кстати, вот насчет вот этого растения, я его назвал Монте-Карло, но иногда я сомневаюсь насчет это Монте-Карло или это все-таки тот же гимиантус, только другого типа перлвуд, который растет вверх, которого у меня много в других аквариумах. Вот что-то у меня подозрение, что это перлвуд. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что он не будет расти ввысь, а будет как Монте-Карло стелиться ковриком. Гимиантус Монте-Карло от гимиантуса перлвуд очень тяжело отличить в том виде, в котором он продается в магазинах, так как они практически выглядят идентичными. Это уже потом, после посадки, перлвуд гимиантус начинает менять форму листиков и расти ввысь. А на стадии продажи он выглядит практически как Монте-Карло. Так что будем надеяться, что это все-таки Монте-Карло. Мох уже был у меня старенький, не совсем свежий. Посмотрю, будет ли он разрастаться. Пока он выглядит не очень аккуратно.
Но, в принципе, акцент на мох на дереве я особый и не хотел делать. Я хотел его посадить совсем чуть-чуть, поэтому, думаю, со временем он будет выглядеть аккуратнее после того, как распушится и разрастется. Бамбук пока что себя чувствует хорошо, но прошло всего лишь 3 дня. Я буду наблюдать за аквариумом в течение следующих 3 недель. Посмотрим, как бамбук будет меняться, будет ли он расти высоко, будет ли что-то происходить с листиками под водой. Надеюсь, что они также не будут загнивать и растворяться. Надеюсь, что он так и будет держать свою форму и все листики будут на месте. Воду я меняю пока что каждый день обязательно, и обязательно с добавлением бактерий и кондиционера для воды каждый раз после подмены.